Почему девушка не хочет обучаться сексу? Да? Крик отчаяния мужчины. Почему девушка не хочет? Я хочу, а она не хочет. Смотрите, есть несколько причин. И одна из очень часто встречающихся – это ее отношение к сексу в целом. Шаблоны, которые были навязаны ей с раннего детства. К огромному сожалению, и мы, мужики, практически ничего об этом не знаем, женщина вырастает в достаточно серьезно негативном социальном программировании. Этим занимаются ее тети, ее старшие сестры, ее старшие подруги, и, конечно же, ее бабушки, ее мамы, которые крайне негативно могут запрограммировать ее по отношению к процессу секса. И если она выросла, слушая разговоры, а это всегда происходит, на кухне, я сильно сомневаюсь, что, например, девчонки среди вас, вы выросли, слушая на кухне разговоры, где ваши бабушка и мамы говорили, какие же все мужчины потрясающие, какие они добрые, какие они чуткие. Самое распространенное – это все козлы, все уроды, все похотливые свиньи, все мужики похотливые свиньи. Дай бог один нормальный встретится когда-то. Крайне негативное социальное программирование. И если у женщины секс в подсознании, здесь-то она может думать как угодно, она может ходить на любые тренинги, но там, туда забито, секс – это грязь. Секс – это отвратительно, только с одним особенным человеком у тебя будет секс, хороший, потому что это потрясающий, необыкновенный человек. Просто от того, что это такой человек. Он ничего не умеет, у него такие же руки-крюки, как у остальных. Он полез тебе что-то ковырять во влагалище. Тебе больно, но это особенный человек, понимаешь? Так вот, если у женщины стоит жесткий негативный якорь на секс, то, конечно же, она будет против любого сексуального образования. У меня была история, когда я познакомился с русской девчонкой, она профессиональная фотомодель, по контракту работала долго за границей, и ей с раннего детства бабушка говорила, прям это экстремальный пример, ну, рассказываю прям как есть. Она говорила, что все мужики – это похотливые ублюдки, которые, когда ты вырастешь, захотят от тебя только одного. Они захотят от тебя того, что называется секс. Секс – это очень больно. Секс – это пытка для женщины, и ты не должна никому уступать. Но когда ты выберешь одного богатого, достойного мужчину, ты дашь ему несколько раз, чтобы он с тобой этот ужас сотворил, и твоя задача будет как можно быстрее забеременеть. И когда ты забеременеешь, тебе никогда больше не придется им заниматься. И вот это она повторяла девочке всю жизнь, ей вторила мама. И когда до 26 лет она была девственницей, она не подпускала к себе вообще никого. Она поехала работать во Францию по контракту, и у нее появился там бойфренд, француз. И они встречаются месяц, встречаются 2. Он понимает, что что-то не так. Там уже достаточно доверия было. И он в какой-то момент говорит, слушай, расскажи, ну в чем проблема, я не понимаю. И она, возьми да расскажи. Он, конечно, офигел от этого, и насколько грамотно человек поступил. Он сказал, так, давай знаешь, как сделаем. Я тебя сейчас повезу в секс-шоп, отвез ее в секс-шоп, куплю тебе игрушек самых разных, и ты будешь сама с собой себя для начала раскрывать. Они поехали в секс-шоп, он накупил ей самых разных всяких игрушек, и она месяц, или там сколько-то, я, честно говоря, не помню сейчас, но не меньше месяца, она училась мастурбировать, потому что она себя не трогала, это омерзительно все. Она подавляла все свои желания. Он продолжал с ней встречаться, но ни в коем случае к сексу не понуждал. И она постепенно научилась мастурбировать, она научилась получать оргазмы. Она себя в 26 лет открыла. И только после вот этого периода он очень осторожно, нежно, там не за один вечер лишил ее девственности, и ей прям зашел секс. Знаете, да? Повезло. А сколько девчонок живут вот в этих парадигмах? И
Какой итог, да, вот этого программирования в женской голове? Если ты порядочная женщина и хорошая жена, то учиться сексу тебе не пристало. У тебя совсем другие должны быть приоритеты. Посмотрите прежде всего на тех, кто учит таким принципам. Посмотрите на тех, кто говорит вам подобные вещи. Посмотрите на это мракобесие и спросите себя, счастливы ли эти люди. И все. Вторая причина – это психологические блоки. Что такое психологические блоки? Да? Что послужило причиной подобных вещей? Какие-то травмы, возможно, связанные с сексом, я имею в виду. Травмы могут быть моральными, травмы могут быть физическими. У меня были клиентки, которые пережили, их почти изнасиловали в достаточно юном возрасте. Почти. Вот настолько она от изнасилования ускользнула. Она заходила в лифт, эти старые дома, где нету там консьержев, ничего. Она зашла в лифт, за ней забежал какой-то мужчина, и она там еле отбилась. Естественно, у нее вообще на все связанное с сексом стоит жесткий блок. И стоял жесткий блок. И если человеку, допустим, либо там, не знаю, в прошлых отношениях ее там обижал мужчина, или был какой-то болезненный секс, она поняла, что, для себя сделала вывод, что секс – это какой-то действительно крайне дискомфортный для женщины процесс. И мужчина не желал развиваться, или он там ее обижал, да все что угодно, называл ее фригидной. Она не станет развиваться в сексе. Не станет развиваться. Зачем ей это надо? Подсознание говорит нет. Еще одна причина. И это тоже достаточно широко распространено сейчас, к сожалению. Женщина считает, что она и так бесподобна, и учиться ей нечему. Она невероятно потрясающе хороша. И вот эта история на женских тренингах, которую девчонкам вкачивают, я же знаю, что вам вкачивают. Я же знаю, вам дают то, что вы хотите услышать. Вам не дают правду, вам дают то, что лучше всего снимет с вас бабло. С вами строят, как называется, глубокий рапорт. Девочки, мы же все знаем, и ты такая, да, цыганский гипноз. Но мы же знаем, да. Вы же все согласны, да, вот и все, 3 да, цыганский гипноз. 3 раза сказала да, дальше уже понеслась. И вам говорят, что мужчина должен будет бросить все к твоим ногам. Ты достойна самого лучшего, ты настоящая королева, и тебе ничего не надо делать. Знаете, как Лореаль взял, гениально сделал Лореаль. Лореаль взял кусок воска красного, назвал его помада, как и все остальные. Себестоимость этого куска воска 2 копейки. А дальше он взял Милу Йовович, задвинул ее на рекламу и сказал, потому что ты этого достойна, 50 евро. И эта помада, условно, да, продается там втридорога, и тебе говорят, что ты должна разориться, потому что ты этого достойна. Нормальная история, да? Это гений просто, маркетинговый гений. Так вот, ты этого достойна. Подожди, то есть тебя делают эгоистичным потребителем. Да бросай все к моим ногам, мне ничего делать не надо. И мой совет любому мужчине, перед тем, как отпускать свою партнершу на любые женские тренинги, марафоны, что угодно, разберись, что там происходит, разузнай, куда ты ее отпускаешь. Потому что не рассчитывай, что она тебе расскажет, что там будет. У женщин, которые посещают эти женские тренинги, между собой обет молчания. Девочки, все, что происходит здесь на тренинге, это между нами, девочками. Они не понимают, что они этим убивают отношения. Мы все смеемся, ха-ха, хи-хи, потому что так оно и есть. Но вы этим убиваете отношения. Женщина приходит домой и начинает исполнять то, что дала ей какая-то полоумная инструкторша или полоумный инструктор на этом тренинге. И она калечит свои отношения. И что самое интересное, когда эти отношения искалечены, она винит кого? Винит своего партнера. Потому что все девочки в группе сказали, ой, это твой мужик придурок, ты достойна лучшего. Не надо. Опять же, мое скромное мнение, вы 2 состоявшихся самостоятельных человека, которые решили быть вместе.
Вы и так счастливы поодиночке, и вы решили сделать друг друга еще более счастливыми. Вот мой страннейший подход к отношениям. Мой взгляд на отношения, они должны заряжать энергией. Это не должны быть отношения «я всего достойна, прислуживай мне теперь». Это больная история, это отношения двух друзей. Ты не приходишь к своим подругам и не говоришь «так, я всего достойна, слышь, ты готовь, ты приготовь чай, а ты мне ноги помой, что-то они у меня, я уже их не мыла 2 часа, понимаешь? А ты мне массаж сделай». Ты же так не делаешь. Еще какая может быть причина? Элементарно, ты, дорогой мой, неправильно предложил своей партнерше. Ты предложил ей развиваться в сексе в таком ключе, который ее задел, который ее обидел. А что такого-то я сделал? Я пришел, сказал, на, посмотри, вот так сосут. Вот как сосут-то, а? Что ты не учишься-то? Вот так надо сосать. Не просто, что она обиделась. А если бы она пришла к тебе и сказала, слышь, дорогой, трахают вот так, ну, чтобы ты понимал, да, трахают-то вот так. Как бы ты к этому отнесся? Поэтому, возможно, человек неправильно подал саму идею. И опять же, женщина будет использовать, она прямо не скажет, что он неправильно подал, она правильно не расскажет, чем он ее задел, обидел. Что, как правило, девчонки, делаете, да? Просто закрываетесь и все. Уходите в себя. Вместо того, чтобы донести, вы уходите в себя, копите. Чем дальше вы по жизни копите, тем больше этот огромный рюкзак с камнями, тем сложнее вам двигаться дальше. Сами себе на писю наступаете. Если бы вы были мужиками, я бы так сказал. Еще одна интересная причина номер 5. Женщина не хочет это делать для него. Для другого она сделает с удовольствием. А для тебя, дорогой мой, она не хочет. Вопрос, почему, естественно, да, почему моя женщина для меня не хочет? А потому что многие пары живут не совсем в любви. Вернее, то, что они называют любовью, по факту любовью не является. Когда вы, задумайтесь на секунду, когда вы живете с кем-то и постоянно подсчитываете его промахи и его заслуги, а он ваши. Ага, так, на этой неделе. Так, что он сегодня, что он для меня сделал? Я же всего достойна, да, я же королева. Так, цветы не подарил. Так, что еще девочки на форумах пишут? На руках не носил. Так, не обещал ничего на каникулах. Кольцо с бриллиантом не купил. Ах, он мне еще пришел с работы и что-то грубое сказал. Ах ты, сука, минус 50 баллов у меня в моей тайной записной книжке. Понимаешь? А она мне борщ не приготовила. Мне нахрен не нужен борщ, я на работе ем. Но все равно так борщ мне не приготовила. Так, секси минет мне не сделала, как я хочу. А я еще и предлагал там, не знаю, давай там с твоей подружкой зажжем, не согласилась. Да нифига себе. Подожди, а мне пацаны говорят, что они там по 15 палок кидают, что девочки на коленях, девочки всех подруг ведут. Подожди. Знаете, у обоих там, преувеличено, у обоих есть какой-то тайный кондуит. Ты не заслужил в ее понимании того, чтобы для тебя чему-то учиться. Вот и все. И, кстати сказать, как называются отношения, в которых нужно заплатить за благорасположение другого? Как называются отношения? Называются ли любовью отношения? Можно ли назвать любовью отношения, в которых нужно заплатить за любовь другого? Как называется любовь за деньги? Она называется проституция. По факту это проституция. Причем ни в коем случае, я сейчас не говорю, что это женская проституция, она и мужская, и женская. И подавляющее большинство пар живут в такой проституции, уж извините за правду.